Всем добрый день! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня хочу приготовить базовые классические творожные кексы. Рецепт будет базовый, без всяких добавок, кроме ванили. Вы можете их украшать любыми сухофруктами, изюмом, кусочками кураги, кусочками шоколада, маком, лимонной цедрой, цедрой апельсина и так далее. Для приготовления потребуется 200 грамм творога мягкого поста разного комнатной температуры, 100 грамм сливочного масла, 2 средних яйца, 150 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара, щепотка соли, муки 200 грамм и пол столовой ложки разрыхлителя 6 грамм. Берем творог, как видите, он у меня уже готовый, пастообразный. Если у вас не такой или слишком сухой, берите, загружайте его в блендер, добавляйте ложечку сметаны и перебивайте до однородности. Это очень важно. Также важно брать продукты комнатной температуры. Добавляю к творогу мягкое, видите, мягенькое масло. Всыпаю сразу весь сахар, ванильный сахар. Слегка перетираю и взбиваю все тщательно миксером. Миксером взбивайте достаточно тщательно, чтобы масса увеличилась в объеме, стала воздушной и пышная. От этого будет зависеть конечный результат, воздушность и пышность ваших кексов. Поэтому не просто перемешиваем лопаткой либо венчиком, а именно взбиваем миксером в течение нескольких минут, чтобы масса стала вот такая вот воздушная. Потом, не прекращая взбивать, добавляем по 1-2 яйца. Яйца желательно тоже использовать комнатной температуры, либо просто опустите их в теплую воду, подержите пару минут, чтобы они согрелись, если нет времени. К муке добавляем разрыхлитель. Муку с разрыхлителем обязательно просеиваем сразу в один прием. Вместе с мукой добавим щепотку соли. И уже просто перемешаем миксером. Слишком долго это уже делать не нужно. Не взбиваем, просто размешиваем. Соединяем сухие компоненты с жидкими в течение буквально нескольких оборотов миксера. Долго уже не перемешиваем, когда вводим муку, чтобы тесто не затянулось, не стало жестким. Тесто должно остаться такое вот воздушное, видно, как взбитый крем. Пройдитесь лопаткой по бортикам и донышку, чтобы не осталось вдруг случайно не промешанной какой-то муки. И вот такая вот структура теста. Не жидкая, лениво падающая с ложки. Никаких явных крупинок и комочков творога в нем не должно быть. Духовка уже у меня разогрета на 170 градусов. Формы можно использовать любые. У меня сегодня вот такие вот бумажные для маленьких куличиков. Можно в них прекрасно выпекать кексы. Кстати, можно эти кексы использовать в качестве замены куличу. Посмотрите, я большой такой один выпекала с глазурью, кстати, не белковой, а на сухом молоке. Тоже хороший вариант на праздник. Распределять буду ложкой для мороженого. Буду выкладывать по 3 ложечки. Выпекались у меня ровно 55 минут при 170 градусах. Проверьте обязательно на сухую палочку. Давайте посмотрим, какие замечательные кексики получаются. Посмотрите, я сниму формочку бумажную. Все хорошо, замечательно пропеклось, и донышко. А внутри они потрясающие, влажные, нежные, очень сочные, не черствеют за счет творога. Могут стоять достаточно долго, и с каждым днем становится все вкуснее и вкуснее. Для меня лично вкус ванильный оптимальный, не требуется абсолютно никаких дополнений. Вы по своему желанию можете украсить это тесто любыми ароматизаторами, любыми добавками, орехами, изюмом и так далее. Готовьте с удовольствием. Надеюсь, вам тоже понравится такой замечательный рецепт. Вкусных всем кексов. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи в следующем видео. Всем пока. С вами была я, Олеся. Поддержите меня пальцами вверх. Оставьте внизу комментарий под видео. Это помогает моему каналу развиваться. До скорой встречи.